Добрый день. Добрый день. Добрый день. С детьми сидим, режем оливье. Хочу немножечко такую болталочку устроить. Дело в том, что вот сегодня буквально задали такой вопрос. А где я делала шаурму? Ну и спрашиваю. Там на видео видно, что дети нет, что-то мне подносят. Ну и задали такой вопрос, а где дети, почему они вам не помогают готовить, кушать? Ну, наверное, все хозяйки меня поймут, но неужели у вас в семье каждый раз, когда вы готовите кушать, и дочки, и сыночки всегда стоят рядом с вами и готовят кушать? Ну, я не поверю. Ну, есть такое. Вот сейчас вот дети, мы сейчас были с папой, ездили к Косте в больницу, а Ульяна уже написала мне на WhatsApp: мама, можно мы начнем салат чистить, потому что я отварила картошку и резать. Я говорю, да, можно. То есть я даже их не просила. Ну, а каждый раз один и тот же вопрос: почему дети не помогают? Дети помогают, у детей достаточно работы. Во-первых, это дети. Как бы они не на трудоустройстве, это дети, такие же, как у вас. Зайдите в комнату, посмотрите на своих деток и все поймете. Также и мои дети. Когда, если честно, они бы, я уже отвечала на этот вопрос, они бы больше помогали. Я не всегда их зову. Ой-ой-ой, ты заболел, это меньше всего надо. Ой, положи туда. Ну, а так начнем. То есть этот вопрос, ну, люди новые приходят, задают, кто-то, чтобы поддеть, а кто-то, правда, искренне волнуется, переживает. То есть я вам скажу так. У нас в семье все работу выполняют одинаково, никто не перерабатывается, и работа вся делается всем коллективом. У каждого свои обязанности есть. Поэтому это наша семья. У нас семья многодетная, но у нас никогда не бывает дома очень грязно. Потому что у нас постоянно кто-то что-то прибирает. Ты моя солнышко такая. Кто-то что-то прибирает, кто-то что-то делает. И все, как в семье, знают, что надо сделать. Так, теперь некоторые вопросы. Мы режем оливье. Мне помогают сегодня Василиса, Ульяна и Максимка. И Ваня тут стоит, конючек. А Ванечка заболевает. Снежана с Максимом себя неплохо чувствуют. Сразу я им подавала лекарства, дала им от горла. И они прям неплохо себя чувствуют. А Ванек все, садится на больничный. Так, ну такой вопрос был. Надежда Чалых. Надежда, здравствуйте. Очень приятно ваши вопросы получать. Я знаю, что вы искренне всегда их задаете. А как в вашей семье вы закупаете продукты? Большим оптом, мешки, большие упаковки или покупаете разово? Я сразу скажу, мешками не люблю закупать, порционно покупаю, но покупаю всегда всего много. То есть я не хожу каждый день в магазин, я не люблю покупать муку в мешках. Я уже в прошлом ролике объясняла почему. Потому что мука в мешках где-то портится. Мне кажется, что она грязнится. Поэтому я покупаю, редко покупаю, когда нету порциона, покупаю 10 килограмм. А в основном покупаю порционно. Но покупаю всегда много, мука никогда не заканчивается. Сахар не заканчивается. И масло подсолнечное 5-литровыми бутылками я покупаю. Как иду, вот идут закупки. Раз в 2 недели всегда идут закупки всего. Допустим, едем, покупаем на большую сумму пеномоющие, крупы. Потом едем, закупаем мясо. Как-то спрашивали, покупали ли вы мясо в светофоре? Нет, я никогда не покупала. Мы никогда с мужем не покупали мясо в светофоре. Скажу честно, почему. Мне не нравится, в каком оно состоянии там. А еще у меня очень брезгливый муж. И он даже вот в магазинах, где некрасивое мясо лежит, но оно немножко дешевле, он не берет.
Мы покупаем мясо в одной мясной точке. Там им местные жители сдают мяско. Мы у них покупаем говядину, свинину. Они уже знают, что мы к ним приезжаем. Любят, когда мы приезжаем. Мы покупаем, они нам сразу косточки отделяют, шкуру отделяют. Они нам разбирают сразу. Вот свинина, допустим, ляжками мы покупаем. Они сразу все разбирают. Косточки вытаскивают, то, что на фарш. Подвиньте, дети, сюда. Поэтому нету такого, что я каждый день хожу в магазин. Да, бывает что-то. Вот сегодня горошек закончился. Было много, но, сами знаете, были много выходных. Много готовим. И так вот. Да я еще не лазила в подпол, если честно. Ручкой прикрывай ротик. Еще в подпол не лазила, не смотрела, что у меня там есть. Я тоже там опускаю туда и масло, и банки железные опускаю. Допустим, кукуруза, фасоль, горошек. Я туда опускаю. То есть, как про запас все стоит. Поэтому разово не покупаем. Покупаем, каждый день ходим за хлебушком, кефирчик. Что-то закончилось. Ну, допустим, закончились яйца. Вообще нам привозят домашние яйца, но сейчас немножечко курочки плохо несутся, поэтому мы покупаем фермерские сейчас. А так молоко нам привозят 2 раза в неделю, во вторник и в субботу. Нам привозят по 4 баллона 3-литровых. 1 баллон мы отдаем бабушке с дедушкой, ну мы не отдаем, они его покупают, ну в смысле дети уносят, а бабушка с дедушкой деньги отдают. А 3 баллона остается нам. Получается, за неделю мы 6 3-литровых банок покупаем. Маленькая посуда, давай сюда. Ой, перекрышу, сколько яиц. 6 3-литровых банок покупаем молока на неделю. Я делаю творог, я делаю мацун. И я делаю творог, мацун, молоко, супы. Все, что хотим. То есть вот так у нас проходят закупки. Макароны, мы никогда не ходим за пачкой макарон в магазин. Я сразу покупаю впрок и много. Крупы тоже, мука, сахар. Это все покупается в большой прок. И я уже рассказывала, что у нас нету такого, что у нас продукты заканчиваются. И мы только потом едем. Нет, продукты еще есть. Вот сюда высыпайте сейчас. Продукты еще есть, а мы едем и покупаем. Ну, я думаю, я в полной мере ответила. Так, теперь. Так. Джанет Курбанова. Здравствуйте, Джанет. Валера, почему такой тихий? Его обижали в детстве, что ли? Нет, его никто не обижал. У него такой характер. Но не все же такие буйные, шумные, как мы. У нас все дети по темпераменту разные. Ваня, вот он, видите, такой. Максим другой. Валера у нас, как кто-то написал, какой красивый, интеллигентный молодой человек. Вот такой Валера, он такой и есть, да. Он сдержанный в эмоциях. Он такой, он уже взрослый. Вот каким вы его видите, в принципе, такой он и есть. Так, дальше. Ольга. Окончание. Прочитаю сообщение. Передавайте привет в Италию. Город Парма. Ольга Киарелли. Киарелли. Ольга Киарелли. Ольга, дети, давайте передадим Ольге в Италию. Город Парма. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Мы передаем вам привет. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы оставили такой хороший комментарий. Нам правда приятно. Очень приятно. Мы очень рады. Правда, Ваня? Да. Так. Что? Рита, здравствуйте. Света, привет вашей большой дружной семье. Скажите, для чего пить овес?
Если можно. Ну, я пью. Во-первых, я когда в детстве лежала с печенью в больнице, нам давали овес. Мы пили. Овес чистит кишечник. Он хорошо влияет на печень, а также он хорошо поддерживает легкие. В сентябре месяце я переболела ковидом. Вообще овес я пью на протяжении всей жизни. Как вот сейчас у меня 2 5-литровые банки дома овса. Я его постоянно покупаю, овес, и я покупаю постоянно шиповник. То мы пьем. Порой детей посажу, всем налью. Овес порой меда в него положу. Иногда так просто выпью. Я пью сейчас, много лекарства принимаем. Принимали много лекарства. Он укрепляет иммунитет хорошо. Поэтому сейчас, думаю, дней 10-15 хорошо пропить овес. Как я его запариваю? Я не говорю, что я правильно запариваю. У меня 2 термоса литровых. Я беру по стакану овса, хорошо промываю его в термос, заливаю кипятком и на ночь оставляю. Он за ночь напаривается и такого цвета, как чай получается. Я знаю, что как-то я даже делала, когда мы еще жили в Бурятии, тоже плохо себя чувствовала, как-то делала. Я знаю, что берут стакан молока, стакан овса, варят, а потом туда добавляют мед, и тоже пьют, и тоже говорят очень хорошо для легких, для иммунной системы. Я считаю, что овес очень полезен. Даже вот лекарства покупаешь, там пишется... Травы перечисляются какие-то. Ну, я пью овес, наша семья пьет, еще мы пьем шиповник. Также запариваем шиповник, и порой прям просто шиповник немножко сгущает кровь, но хороший витамин С. Поэтому в данный момент я шиповник не пью, а овес мы пьем. Валентина Спирина, сколько лет назад взяли первого ребенка. Валентина, вот у нас на канале есть прям ролик, пролистайте, там называется коротко о наших детях, по просьбе подписчиков. Вообще 7 дети сидят, обычно я при них на такие вопросы не отвечаю. Так, продукты ответила. Сейчас мы немножечко приберемся. Хочу продолжить. Мы с девочками салат делали и ушли, пока накормили. Потом пришел дедушка, кое-какими делами позанимались. И сейчас все-таки хочу закончить ответы на свои вопросы. Здесь уже Иван расположился, подшивает шторы мальчишкам в комнату. Папа у нас тоже шьет, поэтому полностью занимается, надо... Шторы им подшить. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 пар штор. И вот он подшивает 10 штор. Он уже одну сделал, там уже у них повесили. Немножечко меняем дизайн им. Поэтому... Но занимается этим папа, и я не возражаю вообще. Да? Мы вообще не возражаем. Марина Усова. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть и слышать. Светлана, смотрю вас, и у меня к вам вопрос. Вы не рассказывали про своих родителей, семью. Может, я что-то пропустила? Извините за личный вопрос. Да нет, Марин, не рассказывала особо. Так упоминала немножечко. Рассказывать особо нечего. Мама моя умерла очень давно. Умерла, когда мне был 21 год. Мама умерла. Она была очень хороший человек. У нас была хорошая семья. Но после смерти мамы... У меня вообще в семье 3 детей. То есть, получается, сестра старшая, 69-го года рождения. Я 74-го и 81-го года рождения брат Павлик. Сестра продолжает жить в городе Комсомольске-на-Амуре со своей замечательной семьей, у нее очень хорошие дети. Брат мой живет в Якутии со своей женой, с ее дочей.
А мы с мужем здесь, в Краснодарском крае, живем. Но со смертью мамы семья распалась. Меня всю жизнь воспитывал отчим, но это слово «отчим» я никогда не произносила. Я всегда говорила «папа». Но сейчас я говорю так. Папа, отчим, он после смерти мамы сразу стал жить с маминой близкой подругой. И там такая история неприятная. Это произошло, даже 9 дней не прошло маме, как все это произошло. Как бы у нас отец такой, он хозяин. Ну, вдаваться в эти подробности мне неприятно, и я не буду. Ну, получается, что он живет своей семьей. У него единственный сын, это мой брат младший, Павлик. И, в принципе, они не общаются. Может быть, созваниваются иногда. Некрасиво поступил. Не буду больше. Ладно, о своей семье дальше. Ну и все, в принципе. Мы много лет жили вдвоем с братом. Потом я замуж вышла. Брат еще какое-то время жил с нами, а потом женился на своей супруге. Они живут вместе, живут хорошо, воспитывают дочу. Сбилась я немножко. А что еще рассказать? Племянники у меня есть. Внучатые племянники, да? Есть. Хорошие. Все хорошие. Ничего плохого сказать не могу. Но что такое терять близких и оставаться потом в тяжелом состоянии, хоть и мне было 20 с лишним лет, 21 год, но я не научена была жить самостоятельно. Мама, видать, нас сильно опекала. У меня была квартира, мама мне тогда уже сделала квартиру. Я могла работать, я самостоятельно, но я не научена жить была. Я долго училась жить. А потом еще такой стресс пережила, что мама умерла. В общем, разное. Много вопросов по жизни получается, как сказать. Смотришь на людей и думаешь, почему люди то, что несправедливо, поддерживают, а то, что справедливо, не поддерживают. Разные вопросы. Такая вот семья. И когда я вышла замуж за мужа, меня очень хорошо приняли его родители. И сейчас мы до сих пор вместе. Я им очень благодарна. Вот это моя семья. Да, кроме, то есть, так, чтобы мой родной отец умер. То есть так, чтобы что-то о своей семье еще конкретно рассказать. Не знаю. Еще до смерти моей мамы у моей подруги, ну просто у девушки, у знакомой, умер папа. И она тогда сказала такую фразу: папа умер, и всю наша семья распалась. Я тогда не поняла, думаю, еще же мама есть. Но у них папа был, видать, очаг. И вот когда у нас умерла мама, у нас семья распалась. Но я знаю точно, что отец никогда бы не ушел от мамы, пока она была живая. Я даже много раз его видела сидящим на кладбище. Вообще он не пьет, не курит. Ну как не пьет, не курит? Он может выпить, но чтобы когда-то он шатался, буянил, или мама там ему говорила: ты почему это выпил? Такого никогда не было. И один раз даже я его забирала с кладбища. Он сидел на кладбище, мама умерла. То есть это зима была уже. Уже было холодно. Мама умерла в июне, а это был холод уже. Он сидел на кладбище. Я пришла, он вот так на столике сидит.
снег везде и пустая бутылка водки стоит. Сколько у него там ее было, я не знаю. Весь заплаканный. И мы его оттуда отправили, забрали. Тяжело, видать, ему тоже было. Но почему твердил одно, что не могу жить один, не могу. Ладно. В жизни у всех разное бывает. Я хочу, чтобы он был счастлив. Ну, а так, своих родителей, семью. Обычная семья была. Мама была очень хорошая. И все. Я, наверное, не люблю эту тему. Не очень люблю. Семью свою очень сильно люблю, а тему не люблю. Продолжим дальше. Раиса Аршинова. Раиса, здравствуйте. Максим для 1 класса хорошо играет на инструменте. У него природный музыкальный слух. Да, я с вами согласна. Да, он хорошо для... И он, и Снежана, они оба хорошо играют. Да. Что случилось, дети? Я нечаянно обрезала, но то-то, что папе нужно было. Где обрезала? Вот это. Образец, а как обрезала? Что Ну, обрезала? она ж не Чуть-чуть. Чуть-чуть только. Подождите, это папа тебе отдавал? Нет. А зачем ты? А это Василисе только он отдавал все. А ты зачем взяла? Вот это отдавала? Да. Ну, обрезал что? Вот тут верхушку. А она ему не нужна, давайте сюда. Вы образец не берите, ему нужно вот что. Анют, не расстраивайся. Вот ему нужно что. Вот так вот обрезали, убирали? Нет. Нет, все. А здесь ничего страшного, доча, ничего. Сейчас он еще кучу штор обрежет. Ты ничего не будет. Да, ничего не испортил. Не расстраивайся. Папа обрезает шторы, а они тут все шарфов себе набрали. И вот Анютка, видать, без спроса взяла и... Ну, ничего страшного. Дальше. Такой ник интересный. Н, английская, звездочка, Н, 7 дней назад. Я за один день посмотрела больше 20 в ваших блогах. Снимаю шляпу. Это мы перед вами снимаем шляпу. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Лёля Колюкина. Лёля, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как решили вопросы с обучением. Много историй о приемных детях читала, и очень часто именно тема школы и уроков стоит наиболее стоит наиболее остро. Рвут тетради в клочья, закатывают истерики, кидаются стульями. Но нет. А Максим, когда пошел в 1 класс, первый месяц сидит, плачет. Я лягу тут в гостиной на диван. Ну и говорю, сиди. Глаза открою, смотрю, уже под столом сидит, плачет. Ну а чтобы Снежанка сейчас плачет, когда уроки делает. Ну а чтобы истерики. Пока такого не было. У нас вот один остался. Нет. Так же, как все дети могут схитрить. Так же, как все дети что-то не выполнить до конца. Но чтобы какие-то эмоциональные скандалы у нас не было. Правда не было. Мы не решаем такие проблемы. Проблемы в школе другого немножко характера с одним ребенком есть. А вот чтобы... Не, сыночка, это не надо, у папы же там в иголке. А вот чтобы стулья... Вот даже Ваня, он же тоже сейчас занимается, он тоже вчера делал уроки, он в логопедическом классе, в группе в логопедической, но он тоже ни разу такого, чтобы вот именно плачет, может капризничать. Ну, не настолько, чтобы подумать, мамочка дорогая, что происходит. То есть нас это не затронуло. То, что детки из родных семей в одном из классов моих детей стул кидают, это я слышала. Но мои дома нет. Мои не ведут себя так. Нету такого, чтобы кто-то из детей встал и сказал, да, я не могу больше, да. Вот недавно что-то случилось, Максим, в общем, он что-то сделал. А я говорю, ты зачем это сделал? Он правду сказал. Но он что-то плохое сначала схитрила. Я говорю, значит, я тебя, накажу тебя. Выхожу, он кричит, я первый раз правду сказала. То есть, да, вот так, но чтобы вот первый раз.
Но чтобы что-то вот так вот капризничать, нет, это вот единственное, что он крикнул. Больше такого не было. Кидаются. Нет, нет. Снежанка разукрашивает в тетрадке, может нарисовать что-то. Анютка может скушать полтетрадки, в школе сосет листочки. Но чтобы рвать, это они делают по неграмотности по своему незнанию еще. Им пытаешься объяснить, что это школа, но они начинают понимать и перестают это делать. Да. Владимир Абабий. У Никиты сложный характер? Вопрос. На первый взгляд он классный. Нет, характер не сложный. У него есть характер. Он сам в глубине души такой, вот когда взрослые не видят, немножечко такой грубоватый, вот я слышу. То есть он может резануть так детям что-то. У них такая привычка с Васей, они двое родных, вот они ссорятся. Так, чуть-чуть словесная такая перепалка, если они где-то вместе. Ну, до драки никогда дело, по крайней мере, дома я не слышала, чтобы доходило. Или до такого скандала, чтобы услышали взрослые, так вот чуть-чуть себе там. Я тебе говорил, не делай, я тебе делаю, я тебе говорила, слышу, там разговаривают между собой. Ну, они должны учиться решать проблемы, они должны... Вот маску сделал, покажи. Снежана сшила маску, дети уже... Ой. Мы когда корову держали, они играли... Мы идем на улице, они в песке играют во дворе, там в Селенгинске. Вы что играете? Что лепите? Коровью какашку. Теперь они в маске. Это уж постоянно. Найдет, если хорошую новую маску, и будет целый день в ней ходить. Ну вот теперь сшила маску. Яна сшила. Мама, а есть нитки, чтобы шить? Доченька, можно я закончу свои дела? Ты же там с Ульяной, она все знает. Я работала так, здесь вообще непонятно, ну, то есть набор букв, просто ник и фото. Я работала с такими детьми. Скажу честно, с такими детьми сможет ужиться только жесткий человек с сильным характером. И нервов нужно очень много. Это совершенно другие дети, никогда бы не взяла ребенка из детдома. Никому не советую. Мне очень жалко, что у вас такой стереотип сложился о детях. Ну и, конечно, то есть у вас есть свое мнение, и здорово, что у вас оно честное и правильно. То есть вы с какой-то сложностью столкнулись, вы не хотите и никому не советуете. Это, в принципе, нормально. Это один комментарий. А второй, смотрите, какой был. Валентина Волкова. Здравствуйте, Валентина, 2 дня назад. Она отвечает на комментарий, там Олег у нас Цопанов писал много комментариев, она ему отвечает, но она вот что пишет, я весь зачитывать не буду. Все, что вы пишете, всем понятно, но разве эти дети не заслуживают любви, ласки, и раз они из детского дома, сразу на них надо ставить клеймо? Сколько известных и успешных людей вышло из детских домов. Я лично знаю парня, который самостоятельно после окончания школы 8 типа, у меня мурашки побежали, окончил 11 классов, окончил высшее музыкальное училище, теперь работает в Японии. Кстати, на многих музыкальных шоу присутствует в качестве члена жюри. Олег, а у меня к вам встречный вопрос. Вы говорите, чтобы показывали проблемы, какие неприятные вещи на канале. А зачем вам это нужно? Психологи многое могли бы пояснить. Я считаю, что грязи и так в нашем жизни хватает. А вот тепла, уюта и материнского тепла никогда не бывает много. Пусть показывают доброту, а мы будем смотреть и отдыхать душой. Валентин, спасибо вам большое. На самом деле я тоже считаю, что клеймо нельзя ставить. Да нельзя! Да сколько мы ошибок в жизни делаем. Тут вопрос есть свежий. Какой? Инесса Л. Светлана, здравствуйте. Вы сказали, что рано начали готовить. А для кого вы в детстве готовили? Вопрос. Есть ли у вас братья и сестры? Вопрос. А у Ивана? Интересно, жили ли вы в детстве в большой семье?
Ага, Инесса, я поняла, мне Иван сейчас, Иван пришел, зачитал мне вопрос ваш, что я сказала, что... Инесса, здравствуйте, что в детстве много готовила. Я на самом деле много готовила. У нас мама была трудоголиком. Есть люди работают для того, чтобы зарабатывать деньги, а есть люди работают, потому что они любят работу. Вот это была моя мама. Мы ее фактически дома не видели. Я с самого детства убиралась. И готовить я начала. Мне кажется, я как пошла, так начала готовить. Конечно, это было не так, но очень в раннем возрасте особенно любила печь, пекла все подряд, крем красила зеленкой, свеклой, что только не творила. Ну, в общем, стряпала каждый день и постоянно. Все, кто меня близкие знают, они это подтвердят. Да, я уже сегодня ответила, Инесса, что у меня есть брат и сестра родные. Про Ивана мы расскажем потом, он расскажет сам, а я расскажу про себя. Да, и семья какая у меня была, она была небольшая, ну, нас было 3 детей. Сестра, брат, я, сестра 69-го года рождения, я 74-го, и брат 81-го года рождения. Такая вот у нас семья, и так мы росли. Что нам? Че плачешь? Я не могу ножницы. Так папа ими шторки отрезает. Отрезать? Да, где они, папа? Вот видишь. Вот они лежат, что ты ноешь, ходишь? Вы что ноете-то? Вот они, доча, на диване. Папа им шторы режет. Ножницы личные потеряла. Наши ножницы большие затупились, мы взяли ее, она сама ждала нам их и забыла. Так, дальше. Галина Ф. Галина, здравствуйте. 7 минут назад. Светлана, у меня сегодня был первый урок в ШПР, школа приемных родителей. В группе я озвучила о вашем канале. Вот только забыла про 13 порций. Вы в следующем ролике напомните, что у вас есть еще и 13 порций. Галин, спасибо вам большое. Я вас поздравляю, что вы все-таки решились на этот шаг, что вы пошли на первое занятие. Вы расскажите потом, в какой районе вы живете хотя бы, чтобы мы тоже знали. Я рада за вас, правда. Так. Что Валер хотел спросить? Ничего. Ничего. Ой. Ну, вот такие вопросы я сегодня хотела рассмотреть. Обычно я делаю это вечером, когда ребятишки спят. Ну, а сегодня вот кто плачет, кто заходит посмотреть. Ванюшка приболел, вообще рядышком не отходит. Спасибо, что вы с нами. Да? Да ты, Мария. Скажи, до свидания. До свидания. До свидания. До скорой встречи, друзья.